Первый вопрос. Что сейчас делать? Ну, вот сейчас в мире происходит такая непонятная ситуация. Да, там вакцина, QR-коды, там митинги, вот это, да. И у людей возникает снова и снова вопрос, сражаться или смотреть. Да? Вот Бхагавад-гита, то есть многие там прибегают к физической культуре, говорят, Бхагавад-гита, Кришна говорил сражаться. То есть он Арджуне призывал не уходить куда-то в лес, у тебя есть своя природа, надо сражаться. А что делать нам? Да, ходить на митинги, выступать против, в интернете что-то писать негативное, там, ну, я не знаю, как бы типа пробовать пробудить людей тем, то, что происходит. Либо какой-то другой процесс. Вот на ваш взгляд, что надо делать? Что же делать, если у меня нет ясного представления, да, о светлом будущем для всех людей, для страны, для мира? Что же я могу сделать? Только говорить там плохо, тут плохо, тут плохо. Все говорят об этом. А что делать-то хорошее? Давайте разберемся, потому что будущее зависит от нашей нынешней деятельности сегодня, что мы делаем. Если мы сегодня заняты тем, что ищем недостатки, то и будущее будет точно такое же гнилое. Понимаете, да? Что же мы сейчас заложим, какие семена, чтобы в будущем они расцвели? Давайте об этом подумаем вместе. Мое предложение. Можем же мы сказать, что то, как мы живем сейчас, это также последствия наших поступков. То есть, чтобы если вот мы говорим о карме, что та ситуация, которая создана в мире, она не без нашего участия. И это сложно, наверное, принять, если это так. Несомненно, это так, несомненно. Участие в любом случае каждого из нас. Другое дело, какое оно, активное или пассивное участие. Даже бездумное, это все равно участие, понимаете? Я могу бездумно жить, но я уже как бы начинаю какие-то энергии я использую в жизни, поймите. Все равно я пользуюсь какими-то энергиями. Я пользуюсь каким-то знанием, я пользуюсь какими-то ресурсами, деньгами. И вот как я пользуюсь этим? Как я пользуюсь людьми, которые меня окружают, да, как я с ними общаюсь, как я трачу деньги, как я зарабатываю деньги, как я обманываю, как исправляю свои ошибки, как я говорю правду, каким языком, да, вызывает ли это конфликт вокруг меня или наоборот, никто на это внимания не обращает. Всегда есть причинно-следственная связь, неважно, как мы живем, активно или пассивно. Но есть еще такое понятие, как активный дурак и пассивный дурак. Вот активный дурак, он опаснее, чем пассивный дурак. Да, он дурак, но он еще не так много может сделать таких вещей, как активный дурак. Вот, так что вот эти вот всякие политические столкновения, там, военные действия, там, вот, революционные какие-то настроения, это может стать еще одной проблемой, ведь если мы не имеем ясного точного знания. В Бхагавад-гите, например, я прочитал, там интересный есть текст, там говорится: друг мой, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Поэтому мой будет призыв сегодня именно в этом: давайте делать добро, давайте разберемся, что такое добро. Что такое хорошо и что такое плохо? Давайте разберемся с этим, да? Это не такая уж сложная вещь, как кажется. Это написано в древних книгах. Вот эта суть истины, суть всей добродетели, она изложена. Есть даже формулы. Но вот как это принять? Смогу ли я это принять? Или каждый из нас принять? И как он это сможет принять? Не делай другим того, что не хотел бы сделать самому себе. Да. И если ты видишь страдания других людей, ты должен страдать вместе с ними. А если ты видишь, что люди счастливы, должен быть счастливым вместе с ним, вместе с ними. Не так, что мы радуемся, когда у кого-то проблемы, и страдаем, когда кто-то лучше нас живет, мы начинаем завидовать. То есть эту суть, она известна как бы. Но вот это есть как бы вот это направление деятельности, где мы сможем делать добро, настоящее добро, без зависти, без сомнений. И нам нужно просто это как-то усвоить практически. Мир делить на друзей и врагов — это уже старо. Уже понятно, что это ни к чему не приведет. Это будет постоянная вражда, это карма, это снежный как бы ком будет только увеличиваться, пока не уничтожить всех и других друзей и врагов вместе. Как раз таки про это и вопрос. Можем ли мы установить мир без оружия? Потому что многие даже и говорят, типа, ну, в Бхагавад-гите там Кришна говорил: сражайся, а мы как это будем без оружия восстанавливать мир? Сначала нужно установить мир в своей душе. Для этого не требуется какое-то оружие. Вот мы должны распространять знания, но сначала мы должны его себе распространить в сердце, понимаете, не на уровень информативный уровень,
наших ментальных каких-то вот способностей. А на уровень глубокий, на уровне сердца нужно знание поместить вот этот мир в душе, внутрь себя. И тогда мы станем миротворцами, мы создадим целое движение миротворческое. Не думайте, что это сложно. Если мы начнем с себя, мы сможем это сделать. У нас появится такая сила, могущество и знание, как это сделать. Каждый человек обладает таким знанием потенциально. Любой человек. Как оставаться в гармонии, когда сейчас в мире хаос, когда страх, как не впадать в уныние, да, там, думать о Боге или просто как бы, ну, иметь хорошее настроение, потому что новости, потому что у людей настроение, то есть соприкасаешься с негативом, в интернете с негативом. Какие-то, может быть, практические шаги, которые можно было бы делать, чтобы оставаться сейчас в гармонии? Не прекращайте петь и танцевать, пожалуйста, что бы ни случилось. То есть это реально, да? То есть и петь, Это реально. Я делаю это. Я делаю это всю жизнь. Каждый день пою, танцую. С Богом только. У меня такая практика. Можно дать какой-то совет от вас всем, кто посмотрит это видео? Вот что-то самое главное, вот если бы осталось последнее, что можно сделать, вот, что бы вы пожелали человечеству? Любите жизнь, пожалуйста, если вот коротко говорить. Любите Не жизнь. забывайте об этом. Давайте, любите жизнь, это любовь сделает вас бесстрашными. Но мы все равно же умираем рано или поздно, ничего страшного. Ну все, мы живем в современном мире, давайте, любите жизнь. То есть любить каждый момент в жизни, который мы проживаем, с благодарностью, да? Любите жизнь, да. Спасибо большое. Будьте радостны и счастливы. Не оставляйте свое счастье, не отдавайте свое счастье.